тенистой глубине леса свирепый, голодный пес, покрытый шрамами от бесчисленных драк, наткнулся на поразительное зрелище. Брошенный, беспомощный младенец, завернутый в потрепанное одеяло, тихо плакал. Когда инстинкты пса столкнулись с чувством голода, возникшая таинственная защитная связь заставила его действовать. То, что произойдет дальше, вызванное неожиданным всплеском преданности и мужества, растрогает вас до глубины души и заставит плакать. Сердце Макса бешено заколотилось, когда слабый запах чего-то незнакомого, но в то же время странно притягательного, привлекло его внимание среди высокой, колышущейся травы. Движимый голодом, который терзал его изнутри, заставил его когда-то могучее тело, изнуренное долгими странствиями и прошлыми битвами, двигаться вперед. Каждый шаг был испытанием его слабеющей решимости. Инстинкты самосохранения требовали пищи, подталкивая его к источнику запаха, обещавшего облегчение. Запах и звук слились воедино, приведя его на маленькую уединенную поляну, где он остановился как вкопанный. Там, завернутый в кучу рваных одеял, лежал крошечный человечек, младенец. Зрелище было таким неожиданным, таким неуместным, что на мгновение смутило его. Тонкий плач ребенка снова нарушил тишину, затронув что-то глубоко внутри Макса, о существовании чего он и не подозревал. Его голод боролся с новым зарождающимся инстинктом защиты. Массивная фигура Макса отбрасывала тень на маленькую хрупкую фигурку ребенка, когда он осторожно приблизился. Он принюхался, и незнакомый запах ребенка наполнил его ноздри, но это был не запах еды, а что-то другое, что вызвало у него совершенно иную реакцию. Его сердце, которое раньше учащенно билось в предвкушении еды, теперь забилось сильнее от чувства ответственности. Малыш снова захныкал, его крошечные ручки бесцельно шарили по воздуху, и Макс издал тихий, неуверенный стон. В тот момент, когда он стоял над беспомощным ребенком, инстинкты самосохранения Макса яростно столкнулись с новообретенным желанием защищать. Его тело напряглось, разрываясь между желанием продолжить поиски пищи и непреодолимым желанием остаться. Что это было за чувство? Почему вид этого крошечного, беспомощного человечка так сильно взволновал его? Макс огляделся. Его чувства обострились. На поляне не было ни укрытия, ни защиты от стихии, ни от других хищников, которые могли забрести сюда. Он знал, что должен принять решение, и быстро. Что Макс будет делать дальше после того, как обнаружит ребенка? Ответ, казалось, становился яснее с каждым ударом его сердца. Хныканье младенца эхом отдавалось в ушах Макса, и решение окончательно оформилось. Он не мог оставить ребенка одного, беззащитного в дикой местности. Глубокий, почти родительский инстинкт защиты пересилил его голод. Медленно, нерешительно он опустил свое массивное тело на землю, обхватив крошечную фигурку. Его крупная фигура создавала барьер от прохладного ветерка и любых угроз, которые могли приблизиться. С наступлением сумерек температура упала, и воздух стал прохладнее. Макс почувствовал, как малыш дрожит, прижавшись к нему. Инстинктивно он прижал ребенка носом к себе, пытаясь согреться его телом. Плач ребенка стал тише, превратившись в тихое хныканье, от которого сердце Макса сжалось еще сильнее. Казалось, каждый звук, издаваемый ребенком, укреплял возникшую связь, которая была для него такой же неожиданной, как и его нежелание поддаваться снедающему его голоду. Всю ночь Макс был настороже. Его уши вздрагивали при каждом шорохе в кустах, при каждом хрусте ветки. Хотя желудок громко протестовал, он сосредоточился на крошечном человечке, чья жизнь, казалось,
необъяснимым образом была связана с его собственной. Роль защитника казалась ему чуждой, но в то же время подходящей, как будто он наткнулся на цель, которая долго ускользала от него в его битвах и скитаниях. Мысли Макса обратились к его прошлому, к жестоким боям, которые ему пришлось пережить, к одиночеству, которое он испытывал в те дни, когда у него не было друзей. Он был вынужден сражаться, защищаться, выживать. Теперь, когда он лежал рядом с этим беспомощным младенцем, началась новая борьба. Борьба с его собственными первобытными инстинктами, борьба за что-то, находящееся за пределами его самого. По мере того, как луна поднималась все выше в небе, внимательный взгляд Макса не отрывался от малыша. Казалось, что каждый вздох ребенка облегчал боль в животе Макса, а каждое маленькое прижимание к груди вызывало у уставшего пса защитную реакцию. Он издавал тихое, успокаивающее рычание всякий раз, когда ребенок шевелился, и этот звук, казалось, устранял разрыв в их общении, успокаивая и ребенка, и его самого. «Все будет хорошо». Казалось, он успокаивал ребенка, хотя не произносил ни слова. Эта молчаливая клятва повисла в воздухе между ними, такая же ощутимая, как и тепло, которое они разделяли. Как он справится со своим голодом и своей новообретенной ролью защитника? Ответ крылся в узах, которые крепли с каждым часом, узах, выкованных в ночной тишине под пристальным взглядом звезд. Шли часы, и холод пробирался все сильнее, заставляя малыша беспокойно ворочаться. Макс поудобнее устроился, плотнее обхватив крошечную фигурку своим большим телом, пытаясь защитить ее от пронизывающего воздуха. Его мех, густой и грубый, служил своеобразным одеялом от холода. При каждой дрожи малыша Макс защищал его, подталкивая носом в живот, чтобы тот был как можно ближе к теплу. В ночной тишине естественные звуки дикой природы звучали одновременно и колыбельной, и предупреждением. Ветер доносил отдаленный волчий вой, напоминая об опасностях, подстерегающих за пределами их импровизированного убежища. Макс навострял уши при каждом звуке. Его глаза всматривались в темный горизонт в поисках какого-либо движения. Обязанность охранять ребенка обострила его инстинкты до предела, а потребность в защите обострила все его чувства. Шорох в ближайших кустах привлек внимание Макса, и он напрягся, готовясь к защите. Маленький олень, возможно, скорее любопытный, чем разумный, выглянул на поляну, прежде чем умчаться прочь. Его присутствие было ложной тревогой, но явным напоминанием об их уязвимости. Макс слегка расслабился, его взгляд вернулся к спящему младенцу, невинной причине его вновь обретенной бдительности. Ночь прошла без происшествий, звезды померкли, когда солнце скрылось за горизонтом, и Макс поймал себя на том, что размышляет о предстоящем дне. Сможет ли Макс обеспечить безопасность ребенка этой ночью? Тихий рассвет встретил его мирной тишиной. Да, он мог бы и будет делать это до тех пор, пока звезды не вернутся, чтобы присматривать за ними. Когда первые лучи рассвета окрасили небо в золотые и розовые тона, Макс понял, что открытой поляны больше не будет достаточно для их безопасности. Когда малыш зашевелился от холода, прижавшись к его меху, Макс приподнял свое массивное тело, мышцы которого затекли после ночного бодрствования. Его решимость укрепилась из-за защитных инстинктов, которые не давали ему уснуть, и он отправился в путь, надежно завернув ребенка в старое одеяло и осторожно придерживая ткань челюстями. Лес вокруг них просыпался, воздух наполнялся щебетанием птиц и шорохами мелких животных, снующих в подлеске. Уши Макса подергивались при каждом звуке, глаза всматривались в густую листву в поисках каких-либо признаков опасности или потенциального убежища. Необходимость найти безопасное, замкнутое пространство для ребенка заставляла его срочно двигаться вперед. Пробираясь сквозь густеющий лес, Макс неустанно нюхал воздух в поисках воды
и влажной земли в закрытом укрытии. Его шаги были размеренными и неторопливыми. Каждая лапа аккуратно ставилась, чтобы избежать резких звуков, которые могли бы привлечь нежелательное внимание. Лес казался бесконечным. Каждый поворот и углубление в ландшафте открывали новые трудности. Но решимость Макса не поколебалась. Казалось, прошли часы, прежде чем его обостренные чувства уловили слабое журчание бегущей воды, многообещающий знак. Вода означала жизнь, а часто и убежище. Макс с удвоенной энергией продирался сквозь заросли, острые ветки цеплялись за одеяло, но его хватка не ослабевала. Когда они подошли к небольшому ручью, Макс остановился, позволяя прохладной свежей воде омыть его язык и морду, что дало короткую передышку его пересохшему горлу. Но ручья было недостаточно. Малыш тихо ворковал, завернутый в одеяльце, и Макс на мгновение позволил себе расслабиться, наблюдая, как свет проникает сквозь листву и играет на крошечном, умиротворенном личике его подопечного. Найдет ли Макс безопасное место для малыша, пока не стало слишком поздно? Когда он лежал там, его тело обвилось вокруг ребенка. Макс знал ответ. Они были в безопасности, по крайней мере пока, спрятавшись в своем тайном убежище, лес казался отдаленным шумом по сравнению с тихой безопасностью их импровизированного жилища. Под защитой их новообретенного убежища под скалами инстинкты Макса оставались начеку. Первые часы их пребывания здесь были мирными, наполненными тихими звуками леса, который окружал их. Однако, когда тени удлинились, а свет начал меркнуть, Макс почувствовал, что в воздухе что-то изменилось, и зловещее покалывание в затылке заставило его насторожиться. Макс навострил уши, услышав слабый шорох за зарослями, скрывавшими их импровизированное логово. Он прищурился, пристально вглядываясь в кусты, которые слегка колыхались от движения. Запах был незнакомым, с оттенком опасности, резким, мускусным запахом, который сигнализировал о присутствии койотов. Тело Макса напряглось, его защитные инстинкты вышли на первый план, когда возникла реальная угроза. Он устроился поудобнее у входа в убежище. Его массивное тело служило непреодолимым барьером между ребенком и внешним миром. Его губы раздвинулись в низком рычании, предупреждающем звуке, который эхом отдавался глубоко в его груди. Койотов, привлеченных запахом уязвимости, это не остановило. Их тявканье и крики друг друга прорезали тишину, напоминая о том, что ими движет менталитет стаи. Когда появился первый койот, медленно подкрадывающийся к отверстию, в его глазах светились любопытство и голод, рычание Макса усилилось. Койот остановился, оценивая большого пса, который стоял, защищая маленького человека. Это было противостояние, наполненное напряжением и невысказанной угрозой насилия. Сердце Макса бешено колотилось, каждый его мускул напрягся, готовый к прыжку. Без предупреждения другой койот выскочил из-под леска в сторону Макса, пытаясь зайти ему с фланга. Среагировав инстинктивно, Макс набросился на него. Его челюсти лишь слегка задели незваного гостя, который взвизгнул и отступил. Первый койот воспользовался моментом, чтобы броситься вперед, но Макс быстро занял свою позицию и с яростной решимостью преградил путь малышу. Противостояние усиливалось по мере появления новых койотов. Их численность увеличивала опасность. Макс встретил их лицом к лицу, и каждое его рычание и укус были рассчитаны на то, чтобы запугать их и отпугнуть. Несмотря на голод и усталость, которые терзали его, решимость защитить ребенка придавала ему сил, превосходящих его физические возможности. Особенно смелый койот бросился на него, и Макс встретил его атаку мощной контратакой. Его зубы впились в загривок койота, он тряхнул головой, явно демонстрируя свою силу, и койот был отброшен в сторону, скуля,
когда возвращался к своей стае. Был послан четкий сигнал. Этот защитник был грозным, и ему нелегко было противостоять. Поскольку стая колебалась, их уверенность в себе ослабевала под яростной защитой Макса, они в конце концов начали расходиться, а их отступление сопровождалось приглушенным рычанием и оглядками на грозного пса, охранявшего маленького ребенка. Макс смотрел им вслед, не меняя позы, пока последний из них не скрылся в лесу. Измученный, но бдительный, Макс повернулся к малышу и нежно потерся о него носом, успокаивая и себя, и ребенка. Он избежал опасности, но ценой потери собственных энергетических запасов. Как долго он сможет продолжать в том же духе? Сейчас они были в безопасности, и это было все, что имело значение для Макса. Темнота окутала их, словно тихое одеяло после бури из шерсти и зубов. Макс глубоко дышал, охраняя их маленькое убежище. Когда первые лучи рассвета пробились сквозь полог леса, Макс усталый, но непоколебимый понял, что скалистое убежище, хотя и полезное, не может служить долго. Встреча с койотами истощила его, но в то же время укрепила в нем решимость найти более надежное, постоянное убежище для ребенка. Завернув младенца в поношенное одеяло, Макс снова отправился в путь. Его чувства обострились из-за ночных угроз. Утро было прохладным и туманным, на листьях и ветвях висели капельки дождя, окутывая лес мерцающей пеленой. Макс подергивал носом, когда пробирался сквозь густую листву, ориентируясь по запаху сосен и влажной земли. Мышцы ныли при каждом шаге, но мысль о том, что нужно найти безопасное убежище, подталкивала его вперед. По мере того, как он углублялся в лес, подлесок редел, открывая поляну. В центре стояла старая заброшенная хижина, ее деревянные стены были обветшалыми от времени и непогоды, и это зрелище заронило искорку надежды в сердце Макса. Осторожно приблизившись, Макс обошел хижину, зорким взглядом выискивая признаки недавней активности или опасности. Хижина, к которой, казалось бы, годами не прикасались другие люди, была расположена на фоне высоких сосен. Ее расположение было достаточно отдаленным, чтобы обеспечить уединение, но к ней можно было добраться по едва заметной тропинке, которая намекала на ее прошлых обитателей. Несмотря на свое ветхое состояние, домик обеспечивал то, к чему Макс так отчаянно стремился – защиту от непогоды и защиту от хищников, нападавших на ребенка. Внимательно оглядевшись по сторонам, чтобы убедиться в безопасности, Макс осторожно положил ребенка на относительно чистый уголок пола. Затем он принялся за то, чтобы сделать это пространство как можно более уютным, натаскав листьев и веток, чтобы соорудить импровизированную кровать. Ощущение безопасности, которое давала хижина, позволило Максу на мгновение вздохнуть с облегчением. Его заботливый взгляд не отрывался от крошечного человечка, ставшего его подопечным. Устраиваясь рядом с малышом, Макс мысленно перенесся в будущее. Станет ли эта хижина тем убежищем, которое он искал? Стены и прочная крыша обеспечивали гораздо более надежную защиту, чем открытый лес или скальное укрытие. Здесь они были защищены от непогоды и спрятаны от глаз бродячих хищников. По мере того, как солнце поднималось все выше, воздух в хижине становился теплее, проникая сквозь листву снаружи. В этом тихом, замкнутом пространстве Макс испытывал чувство умиротворения, которого не испытывал уже долгое время. Хижина с ее крепкими стенами и уединенным расположением обещала новое начало, давала надежду на то, что они, наконец, смогут отдохнуть. Путешественник остановился, осматривая окрестности со смесью замешательства и любопытства, очевидно, не ожидая найти занятую хижину в таком отдаленном месте. Макс встал перед ребенком, его жест был твердым, но не слишком агрессивным.
Он наблюдал, как путешественница осторожно приближалась. Ее шаги были медленными и неторопливыми. Ее глаза расширились от удивления, когда она заметила большую собаку, охраняющую крошечного человечка внутри полуразрушенного строения. «Привет», — тихо окликнула ее туристка. В ее голосе слышалось скорее беспокойство, чем страх. «Я не собираюсь причинять тебе боль. Я просто удивлена, что здесь вообще кто-то есть». Макс слегка расслабился от этого мягкого тона, но его защитные инстинкты оставались начеку. Женщина медленно приблизилась, стараясь, чтобы ее движения были заметны и не представляли угрозы. «Я собираюсь позвать на помощь», — сказала она и потянулась за телефоном медленными, подчеркнутыми движениями, чтобы не напугать собаку. «Здесь есть ребенок, и им обоим нужна помощь». Пока туристка общалась со службами экстренной помощи, Макс внимательно слушал, оценивая искренность ее голоса. «Да, я нашел собаку и ребенка в старой хижине. С ними обоими все в порядке, но им нужна помощь», — объяснила она в трубку. Через несколько минут тишину леса прорезал вой сирен, становившийся все громче по мере приближения. Макс почувствовал прилив беспокойства. Шум и неизбежное появление незнакомцев стали новым испытанием для его защитной роли. Когда прибыли первые спасатели, они осторожно приблизились, понимая, что собака-защитник может быть настроена враждебно. «Мы здесь, чтобы помочь, хорошо?» Один из парамедиков, добродушный мужчина средних лет, сказал, опускаясь на колени на безопасном расстоянии. Его голос был спокойным и ободряющим. Когда они погрузили ребенка в машину скорой помощи, старший парамедик повернулся к Максу и успокаивающе протянул руку. «Ты герой, приятель. Благодаря тебе малыш в безопасности. Давайте отвезем вас обоих в теплое и безопасное место». Осознание того, что они больше не одиноки, что бремя защиты можно разделить, стало для Макса глубоким облегчением. Когда он последовал за парамедиками в машину скорой помощи, на сердце у него было тяжело от усталости, но в то же время его переполняла тихая надежда. Его беззаветная преданность спасла ребенка, и теперь, казалось, помощь наконец-то прибыла. Когда двери машины скорой помощи закрылись за ними, Макс остался лежать рядом с ребенком, согретый мягкими одеялами и заботой медицинской бригады. Поездка в больницу прошла гладко. Макс внимательно наблюдал за малышом, успокаиваемый нежными прикосновениями и добрыми словами парамедиков. В больнице их встретили с любопытством и восхищением. Новость о храбрости Макса дошла до их приезда, и персоналу не терпелось познакомиться с собакой, которая стала их защитником. В безопасных условиях больницы Макс и малыш получили необходимую медицинскую помощь. За малышкой, которую персонал больницы назвал Лили, ухаживали педиатры, а за Максом – ветеринары. Ему предоставили еду, удобное место для отдыха и, самое главное, заверили в том, что Лили находилась всего в нескольких комнатах от него. Их выздоровление было быстрым, благодаря их стойкости и всестороннему уходу, который они получали. По мере того, как они набирались сил, история их выживания и верности Макса завоевывала сердца местных жителей. Вскоре местный новостной канал показал их историю, которая касалась жизни молодой пары, которая рассматривала возможность усыновления. Супруги, тронутые историей о собаке-защитнице и ребенке, которого она спасла, почувствовали сильную связь с ними обоими. «Мы сразу поняли, что хотим с ними познакомиться», — поделилась Сара, когда они подошли к Максу и Лили в больнице. «Мы надеялись расширить нашу семью, и Макс и Лили, казалось, были созданы для того, чтобы быть с нами». Учитывая уникальные обстоятельства, процесс усыновления был ускорен. Через несколько недель Макс и Лили уже обустраивались в своем новом доме. Дом был наполнен теплом и смехом, по полу были разбросаны игрушки, а стены украшали фотографии их новой семьи.
Макс, когда-то одинокий странник, теперь обрел вечный дом и смысл жизни. Каждый день он присматривал за Лили с той же преданностью, которую проявлял в дикой природе. Только теперь он бодрствовал в уютной мягкой постели, окруженный любовью и надежностью. Будущее, когда-то неопределенное, теперь несло в себе надежды и радость для Макса и его новой семьи, свидетельствуя о неожиданных путях, которые привели к счастью и единению. Когда солнце садится за тихий дом, где сейчас живут Макс и Лили, мы вспоминаем о невероятном путешествии, которое свело их вместе. Их история от отчаянной борьбы за выживание в дикой местности до тепла любящей семьи является ярким свидетельством того, что среди нас есть неожиданные герои. Непоколебимая преданность и храбрость Макса не только спасли жизнь, но и создали новую семью, связанную любовью и благодарностью.